Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в гостях, и я хочу рассказать сегодня об ароматах моей мамы. Такая вот тема. Моей маме уже за 70 лет, и, в принципе, она всегда пользовалась ароматами, парфюмерией, пользовалась всю жизнь, но у нее обычно было там один-два аромата, ну вот так вот, знаете, как по стандарту, да, вот нужно хорошо пахнуть. Как-то раньше, мне кажется, считалось, что нужно достаточно и необходимо иметь один аромат для того, чтобы просто хорошо пахнуть, когда идешь на работу или куда-то выходишь из дома, да, воспользоваться каким-то парфюмом. Вот. И как-то было не принято иметь много парфюмерии. Ну, как-то никому не... Ну, в основном, да, обычным людям не приходило в голову иметь много парфюмерии. Вот. Первый аромат — это аромат от Oriflame, Love Potion, версия Midnight Wish. Это парфюмированная вода. Я ее слышу в основном как вишневый аромат. Это что-то типа, возможно, сделали в стиле герленовских платьев, такой вишневый аромат. Он не навязчивый, он не слишком тяжелый, но это все-таки больше вечерний вариант. Вот если так рассматривать, да, человека такого среднего пользователя парфюмерии, то, скорее всего, это будет вечерний вариант для взрослой женщины. Ну, или же аромат на холодное время года. Вот для зимы, для поздней осени он отлично подходит. В нем и гурманские ноты, и алкогольные, и вишня. Все это достаточно недешево звучит. В принципе, аромат за свою цену прекрасный, как мне кажется. Вот если бы я искала какой-то бюджетный вишневый аромат, вот я бы себе тоже его купила. Но, к сожалению, по-моему, его уже сняли с производства. Но еще где-то можно его купить, возможно, с рук. Такой вот аромат Flanker Love Potion. Следующий аромат — это аромат от Faberlic, Валентин Юдашкин, версия Gold. Как-то с этой серией я не особо была знакома. Я знаю, как-то нюхала аромат в розовом флаконе. Он показался мне просто каким-то летним таким свежим цветочным ароматом. Ничего вроде бы особенного. Но этот аромат совсем другой. Он имеет в себе, как мне показалось, ретро-ноты, ретро-звучание. Присутствует за счет, скорее всего, пудровых нот. Есть тут такая немножко ретро-пудра. Да, в нем сочетаются и цветочные ноты, и пудровые ноты, возможно, амбра. Он не сладкий аромат. Да, в таком стиле, мне кажется, 90-х, наверное. Что-то есть от вот этой классики 90-х, возможно, даже 80-х. Такой аромат несколько такой тяжеловатой пудры, но мне кажется, под такой возрастной ценз, да, когда вот уже взрослая женщина, то вполне неплохо подходит, мне кажется, этот аромат. В нем есть интересные ноты, как-то это ретро-звучание интересно обыграно, вот этот отсыл к прошлому достаточно приятный. И тоже такое, знаете, классическое звучание французских духов. Вот здесь прослеживается такая вот старая школа французской парфюмерии. Есть какие-то такие, слегка кислинка, есть какая-то нота, придающая ему кислинку, и сладковатая пудра, как я уже сказала, немного с ретро-звучанием. Ну, такой вот аромат тоже достаточно интересный. Как для взрослой женщины тоже я могу рекомендовать из бюджетной парфюмерии. Тоже интересный представитель. Но этот аромат мама сама выбирала. Поэтому вот, как видите, вот, на ее вкус вот он показался ей интересным. Ну и следующий аромат — это маленькое черное платье от Avon, всем известно. Это тоже этот аромат когда-то был у нас с мамой, когда мы еще пользовались. Да, я была еще юной девушкой, скажем так. И мы пользовались, наверное, одним флаконом на двоих.
И вот такой был у нас аромат. Тогда он казался мне, конечно, более насыщенным, более каким-то вечерним. В то время, это начало 2000-х, в то время, или даже еще конец 90-х, вот надо уточнить, когда он вышел. Потому что я покупала его вот как только он появился в каталоге, и я сразу же его заказала. Тогда он казался вечерним, каким-то насыщенным, каким-то вот таким нуарным под цвет флакона. Ну, флакон, конечно, выглядел по-другому тогда немножко. Сейчас он выглядит, вот эта 30-ка, выглядит достаточно дешево, но аромат не очень стойкий вот в этих 30-ках. Возможно, в других объемах он более стойкий, насколько я слышала, но не могу утверждать. Ну, здесь тоже, здесь ноты уходовости, я слышу, какой-то уходовой косметики, просто вот чистого выглаженного белья. Вот такое у него вот какое-то свежее звучание, цветочное. Вот почему-то тогда он казался, тогда была мода на свежие ароматы, и тогда он казался каким-то таким насыщенным. Сейчас этот аромат на фоне всей гурманики, которая сейчас в моде, да, и мы активно пользуемся, то сейчас этот аромат, конечно, кажется таким, в принципе, свежим, уходовым, достаточно тоже приятный. И вот в плане такой ностальгии я тоже вот хотела его приобрести. Вот я подарила маме на 8 марта и сама как бы хотела его просто вспомнить, его звучание. В принципе, пользоваться я не собиралась, но хотелось вспомнить, как он пахнет. Мне кажется, тогда, возможно, действительно его уже переформулировали, и он пахнет немного по-другому, но сейчас достаточно приятный. В плане ностальгии тоже приятно вспомнить прошлое, чем мы пользовались когда-то. Вот такая подборочка ароматов получилась. Я ставлю, конечно, пирамиды. Ну и я сейчас разнашиваю один аромат. Вот тут у меня Ливантик. Ну, пока не буду говорить много о нем. Разнашиваю его. Я давно хотела этот аромат. Были у меня видео о том, что я его хотела. Ну вот, теперь он у меня появился. И скоро буду записывать видео уже более подробно об этом аромате. Но, да, о нем будет позже. Итак, вот такая подборочка маминых ароматов на сегодняшний день. Базовая подборка. Да, этот аромат как бы на лето я бы рекомендовала. Этот аромат на вечер и на зиму. Ну, а это, возможно, осень, весна. Вот нужно пробовать, как он будет раскрываться. На этом у меня все. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.